Привет! Я думаю, многие из вас мечтают побывать в Париже. И в этом видеоуроке мы с вами эту мечту сделаем немножко ближе и сплетем вот такую Эйфелеву башню. Это брелочек. Вы можете к этому брелку прицепить как металлический крючок и надевать на него, например, ключи, или использовать вот такой карабинчик и пристегивать его на портфель, сумку или куда-нибудь еще. Ну что ж, поехали! Итак, для плетения такого брелка Эйфелева башня нам понадобится, конечно, станок, конечно же, крючок и резинки. Я буду использовать оранжевые полосатые резинки для плетения этой башни. Расположите станок таким образом, чтобы открытые стороны смотрели от вас, и чтобы центральный ряд был немножко ближе, чем два крайних ряда. И сейчас мы с вами будем накидывать резинки. Накидывать мы их будем по 3 штучки. Возьмите 3 резинки того цвета, который вы используете в плетении. Накиньте с первого столбика на второй левого ряда 3 резинки. Затем берем еще 3 резиночки, накидываем уже на третий столбик со второго. Берем еще раз, два, 3 резинки, накидываем дальше. И точно так же нам нужно сделать и на правой стороне. Берем 3 резинки с первого на второй столбик. Накидываем, берем еще 3 резинки со второго на третий, еще 3 резинки с третьего на четвертый. Теперь мы с вами берем уже по 2 резинки и накидываем их сначала по левому ряду. Нам нужно накинуть 5 пар резинок, вот как это делается. 2, это у нас один раз. Затем берем еще парочку, второй раз. Еще парочку, третий. Еще пара, четвертый, и последняя пара, пятый ряд. Так. Теперь берем еще 2 резинки и вот этот ряд закругляем как бы к центру. Отсюда перекидываем на центр. Теперь по правой стороне нам нужно поступить точно так же, но накинуть уже не 5 пар, как мы это делали здесь, а 3. Накидываю пару. Накидываю еще пару и накидываю третью пару. Раз, два. Теперь нам нужно здесь тоже закруглить вот это плетение к центру. Берем 2 резинки и закругляем к центру. Теперь нам нужно соединить, накинув резинки вот на эти столбики. У нас получится соединение левого ряда и правого. По 2 резинки накидываем. 2 сюда идут. Берем еще 2 резинки и накидываем их вот сюда. Теперь берем 3 резинки. Раз, два, 3. И с центра по центральному ряду как бы продолжаем дальше. 3 накинули. Берем теперь одну резиночку, складываем ее восьмеркой вдвое и продолжаем по центральному ряду накидывания. Так. Теперь берем другой какой-нибудь цвет. Здесь у меня использован оранжевый, но сейчас я буду использовать, например, фиолетовый. Нам нужно взять одну резинку фиолетового цвета, точно так же, как и здесь мы с вами делали. Скрутить ее восьмеркой и накинуть с предпоследнего на последний столбик центрального ряда. Берем еще одну резинку фиолетового, например, цвета. Опять же скручиваем ее восьмеркой и накидываем с последнего столбика центрального ряда на последний столбик правого ряда. Теперь нам нужно вот этот конечек башни сделать. Он делается из основного цвета, и смотрите как. Берем резинку оранжевую, накручиваем ее на крючок 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Берем еще одну резинку оранжевого цвета и еще раз накрутим 4 оборота. Раз, два, 3, 4. Теперь вновь возьмем резинку оранжевого цвета и скрутим ее восьмеркой. И вот так пополам. В 2 оборота получается. Теперь смотрите. Нам то, что у нас сейчас находится на крючке, нужно снять вот на эти резинки. Смотрите, как я обычно это делаю. На мизинец накидываю двойную скрученную резинку и накидываю сюда крючок.
Но накидываю я его так, чтобы открытая сторона смотрела от меня. Теперь временно поворачиваю открытой стороной ко мне, открытой стороной крючка. Я делаю это для того, чтобы легче было вот эти резинки снять с самого крючка на резинку. Так, и теперь крючок возвращаю обратно, открытой стороной от меня, и накидываю вторую часть резинки на крючок. Мы с вами вертели вот так крючок туда-сюда, для того, чтобы вот эта резинка лишний раз не перекручивалась. Теперь нам нужно взять резинку фиолетового цвета, того же цвета, который вот здесь у нас использовался, и точно так же, как мы сделали только что, сложить в 2 раза, накинуть на мизинец, вот так открытой стороной от себя, временно поворачиваем к себе, и всю конструкцию, которая сейчас находилась на крючке, снимаем на эту резинку. И крючок я обратно теперь поворачиваю. Видите, вот эта резинка фиолетовая, она таким образом не перекручивается, а ровненько, получается, лежит. И вторую часть этой фиолетовой резинки я накидываю на крючок. Теперь то, что сейчас у нас на крючке, нам нужно накинуть на последний столбик. Но накидывать удобнее тогда, когда он стоит открытой стороной к нам. Так, мне кажется, накидывать легче, поэтому я станок временно повернул к себе. Вот сюда накинули и вновь обратно поворачиваю. Теперь нам нужно еще несколько резинок накинуть следующим образом. Берем одну оранжевую, восьмеркой ее скручиваем и накидываем вот с этого столбика вот сюда. Раз, два. У нас здесь получился как бы треугольничек. И нам сейчас нужно накинуть еще резинку вот сюда. Точно так же берем одинарную, дважды ее скручиваем восьмеркой и накидываем вот с этого столбика вот на этот. Берем еще одну резинку, опять же складываем ее дважды, и сейчас нам нужно вот с этого на этот столбик ее накинуть. Тут натяжение резинки получается довольно сильное, поэтому аккуратно накидывайте, чтобы она не сломалась, не порвалась. Берем две резинки и смотрите, накидываем крестом вот отсюда, вот сюда. Раз, сквозь этот столбик центральный и направо. Берем еще две резинки и делаем вот так. Отлично. Берем теперь еще две резинки и обращаем внимание на четвертый по счету столбик сначала. Раз, два, три, четыре. И здесь тоже. Раз, два, три, четыре. Вот на эти столбики нам нужно сейчас накинуть резинку с четвертого левого на четвертый центр. Берем еще двойную резинку и здесь точно так же накидываем с четвертого центра на четвертый справа. Берем одинарную резиночку, и нам ее нужно накинуть вот сюда, но накрутив на крючке 3 оборота. 1, 2, 3. Вот 3 оборота на крючке накручено. И теперь вот сюда мы с вами ее снимаем. Опять же, чтобы накинуть, легче перевернуть станок открытыми сторонами к себе. Тогда будет накидывать несколько удобнее. Все 3 оборотика накидываем вот сюда. Вот так у нас на данный момент получилось. Вновь открытыми сторонами я повернул от себя. И теперь мы с вами сделаем вот эти элементы. Для этого возьмем резинку оранжевую, накрутим ее на крючке раз, два, 3 оборота. Теперь берем две резинки оранжевых, накидываем на мизинец. Как я уже показывал, открытой стороной крючка захватываем эту резиночку, временно крючок поворачиваем к себе и скидываем то, что у нас было на крючке 3 оборота, на эту резинку. И вторую часть резинки накидываем вот так, на крючок. Теперь вновь возьмем две резиночки, и нам нужно еще разочек так сделать. Так, так.
поворачиваем к себе, снимаем все это с крючка и вторую часть резинки накидываем на крючок. И то, что сейчас у нас находится на крючке, нам нужно вот на этот столбик снять. Натягиваем и снимаем. Раз. Это у нас получилась первая вот эта штучка. Вот она. И с правой стороны нам нужно сделать точно такую же. Накидываем на крючок оранжевую резинку 3 раза. Берем 2 резинки оранжевого цвета, накидываем на мизинец. Захватываем крючком, временно крючок поворачиваем, скидываем эту тройную с крючка. И вторую часть этой резинки накидываем на крючок. Так, берем еще 2 резинки оранжевого цвета. И вновь раз, два. Вновь то, что сейчас на крючке, у нас мы на эту резинку накинули. Вот такая ножка у нас получилась. И мы с вами ее вот на этот столбик сейчас накинем. Я развернул станок открытой стороной к себе. Легче мне так будет накинуть. Накинули. Отлично. И вот что у нас на данный момент имеется. Теперь нам нужно сделать вот этот элемент. Верхние этажи этой башни. И для этого мы с вами возьмем вновь резинку оранжевого цвета. Но так как вот здесь более маленькие перекладинки, нам нужно натяжение резинки сделать более сильным. Поэтому мы ее накрутим не 3 оборота, а 4. Раз, два, три, 4. Берем одну резиночку, складываем ее 2 раза. На мизинец накидываю. Накидываю крючок. Крючок временно разворачиваю. И скидываю все 4 оборота, захватив или ногтем, или просто подушечкой пальцев. Вот такая штучка получилась. И нам нужно ее вот на этот крючок, на этот столбик накинуть. Натягиваем и скидываем. Вот. Берем еще одну. Это мы с вами левую сторону сделали. А нам нужно правую еще сделать. Накидываем на крючок раз, два, три, 4 оборота. Берем резиночку, дважды ее скручиваем. Накидываю на мизинец, на крючок. Крючок временно поворачиваю к себе. Стягиваю то, что на крючке находилось. Возвращаю крючок в исходное положение. И вторую часть резинки накидываю на крючок. И на этот же столбик, но уже с правой стороны, нам нужно... Но если я его разверну, то получается с левой стороны. Если станок разверну. Накидываем. И это у нас вторая верхняя ножка получилась. Вот, в общем-то, все накидывание мы с вами сделали. Сейчас станок находится открытыми сторонами столбиков ко мне. И нам можно начать снятие резинок со станка. Снятие происходит следующим образом. Нам нужно начать вот отсюда. Вот эту оттянуть конечек нашей башенки, внутри продеть крючок и захватить резинки, которые относятся к центральному ряду, и вернуть их на центральный ряд. И теперь по центральному ряду мы с вами будем продолжать снятие резинок вперед. Внутри поддеваем, захватываем 2 резиночки фиолетового цвета, накидываем на впереди идущий столбик. Далее оранжевые 2 тоже резинки и накидываем их на впереди идущий столбик. Здесь у нас 3 резинки сейчас нам нужно вперед перенести. Для этого внутри продеваем крючок. Будьте очень внимательны, захватите именно 3 резинки. Чтобы их было легче оттуда вытянуть, я сначала натягиваю, а затем уже снимаю эти резинки со столбика, на котором они сейчас находятся. Так, и накидываю на впереди идущий столбик. Далее нам нужно снять вот эти резинки. Все, мы вперед идем по центральному ряду. Здесь 2 резинки, поэтому проблемы со снятием нету никакой. Дальше по центральному ряду идем, внутри поддеваем, натягиваем и накидываем на впереди идущий столбик. Сейчас мы с вами будем уходить налево и идти уже по левому ряду. Внутри протягиваем крючок, захватываем резинки, которые здесь находятся. Осторожно, ничего лишнего не захватите. И накидываем их на столбик, который находится на левом ряду.
Дальше вот эти резинки у нас идут, внутри продеваем. Я рукой эти резинки натягиваю для того, чтобы их было лучше видно и чтобы их можно было без проблем крючком захватить. Так, сняли с этого столбика, накинули на впереди идущий. Дальше продолжаем. Оп. И здесь нам нужно остановиться временно. Остановиться для того, чтобы вот эти резинки с центра скинуть к краям вот сюда и, соответственно, вот эту резинку туда. Внутри вот этого столбика мы с вами захватываем резинку, которая находится и относится к левому ряду. Вот она. Верхнюю резинку, которая у нас здесь скручена в 3 раза, я рукой придерживаю вот так пальцем, чтобы она невзначай не слетела оттуда. Здесь опускаю резинки и вот эту часть на данный столбик скидываю. И сразу мы с вами с правым рядом точно так же поступим. Отсюда резиночку эту снимаю. Опускаю на правом столбике резинки, чтобы они немножко опустились и, соответственно, не мешали. И теперь мы можем дальше продолжать снятие. Остановились мы вот на этом столбике. Внутри поддеваем 2 резинки, закидываем вот сюда. Здесь накинуто очень много резинок, поэтому будьте внимательны. Сейчас нам нужно 3 резиночки вот этих захватить. Опять же, для удобства можно рукой их оттянуть, на крючок вот так накинуть. Сначала я вытягиваю их отсюда, и сейчас уже легче после такой натяжки снять их с этого столбика. Скидываем сюда. Далее опять вперед идем. Раз. И последний столбик. Готово. Это мы с вами сделали левый ряд. Теперь нам нужно точно так же сделать правый ряд. Начинаем мы его вот отсюда, со снятия вот этой резинки. Мы ее снимаем по правому ряду. Сняли. И по правому ряду вот так просто идем вперед. Особых сложностей здесь никаких нет. Просто по правому ряду ровненько. Раз. Далее захватываем изнутри 2 резинки. Опять вперед. Две резиночки вперед. Лишнее все оттягиваем. 2 вперед. Здесь опять 2. И сейчас у нас по 3 резинки уже пошли, поэтому можете помочь себе, чтобы лучше видеть. Внутри все оттягиваем, захватываем 3 резинки, которые у нас находятся в самом низу. И вытягиваем их сначала отсюда, натягиваем, снимаем со столбика и вперед. И, наконец, раз и 2, последние последние резиночки мы с вами накинули. Теперь нужно сделать так, чтобы вот здесь и вот здесь они не разошлись. Это можно сделать 2 способами. Один из способов — это сюда застежки застегнуть, клипсы, то есть через все эти резинки, их тут 6 штук, продеть клипсу. И здесь тоже продеть клипсу. Но мы с вами сделаем несколько другим способом. Возьмем одну резиночку, сквозь все эти резинки на левом ряду протянем и сделаем петельку. Оп. Вот здесь я пальцем захватываю, и у меня получается петелька. С крючка снимаю и затягиваю эту петельку. С этой стороны, с правой, нам нужно точно так же сделать. Крючок через все протягиваю резинки, натягиваю резинку оранжевую, вынимаю отсюда изнутри и делаю петельку. Петельку натягиваю. Все, узелочек здесь на конце завязался. И теперь мы можем всю эту конструкцию снять со станка. Вот мы сняли нашу конструкцию. Пока она в таком несколько мятом состоянии. Для того, чтобы было более симпатично, вы расправьте, сделайте более ровно. И тогда
это уже будет более похоже на Эйфелеву башню. Вот эти ножки можно вытянуть немножко, а эти тоже сделать поровнее. Так. Так, и эти тоже. Отлично. Здесь у нас такие конечки образовались, но ничего страшного, нам нужно их внутрь сюда вплести. То есть внутри ножки продеть крючок, захватить вот эту резиночку, которая у нас торчит, и внутри отсюда вынуть. Оп. И можно еще повыше чуть-чуть вплести, чтобы она здесь тоже не мешалась. То есть в любом месте мы с вами захватываем и вытягиваем этот конечек дальше. Можно еще захватить в каком-нибудь месте и его продеть сюда. Так, с одной стороны, и с другой стороны можно поступить точно так же. Внутри продеваем в любом месте. Захватываем этот элементик, вытягиваем и еще в одном месте и его туда же заводим. Готово. Вот так у нас получилось. Если вы хотите сделать брелок, то возьмите или карабинчик, или кольцо металлическое, если у вас такое есть. И здесь сверху возьмите несколько резинок. Можно 4, можно сколько у вас возьмется, 3, 2. Проденьте сквозь них крючок и проденем обычную единичную резинку сквозь. Вот я 2 резинки зацепил, крючком продеваю, раз, два, делаю петельку. Петелька у меня готова. Теперь прикрепляем это все на карабинчик. Внутри я зацепляю, провожу крючок, зацепляю резинку, вывожу отсюда. Теперь это нам нужно натянуть и продеть наше изделие через петельку, которая у нас получается. И затянуть все это на крючке. Ну вот, такая Эйфелева башня у нас получилась. Я надеюсь, что данный урок вам очень понравился. Если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями в социальных сетях моими видео. И я надеюсь, мы с вами встретимся в следующих уроках, которые вам тоже понравятся и в которых вы сможете что-то интересное сплести. Спасибо за внимание. Пока!